Йоу, народ, привет! Если ты запускаешь рекламу на Facebook, каждый раз думаешь такой, а может прокатит? Стоп, ты реально думаешь, что реклама это просто угадайка? Так вот, ты ошибаешься, и ты это знаешь. Потому что если не тестировать гипотезы, ты просто рискуешь деньгами, ты их тупо сольешь. Сегодня я покажу, как буквально за 10 минут без фотошопа, за копейки понять, какой креатив реально работает, а какой просто будет жрать твой бюджет. Все, что нужно, это пару кликов в ADS Manager, и ты будешь знать, что работает на 100%. Так что, если ты не хочешь снова выкидывать бабло на пустую рекламу, ты точно должен остаться и смотреть, как я это делаю. Давайте начнем с самого главного. Самое главное, это все-таки нужно понять, почему же стоит тестировать гипотезы. Ну ты сам подумай, каждый раз, когда ты запускаешь рекламу, ты по сути играешь в рулетку, зайдет или не зайдет, а чаще всего оно просто не заходит. И вместо того, чтобы раз за разом терять деньги, мы можем просто заранее понять, какой вариант лучше сработает. Именно для этого мы и делаем тесты. Это как пробный запуск. Сначала проверяешь, а потом масштабируешь то, что реально работает. И тут важно понимать, тестирование это не про слить бюджет, а про оптимизировать бюджет. Так давай разберем, с чего же нам стоит начать. Ну и первая остановка у нас с тобой это ADS Manager. И если ты ни разу не пользовался этой штукой, то и вообще не переживай, тут все интуитивно понятно, просто повторяй за мной. Заходишь в ADS Manager, создаешь свою первую кампанию. Здесь нам нужно выбрать цель. Для начала я рекомендую либо клики, то есть за трафик, либо лиды, то есть за конверсии. Почему? Эти две цели дают быстрые результаты, и ты сразу видишь, что здесь работает. Теперь мы активируем функцию АБ-теста. Это основа. Эта кнопка помогает системе автоматически сравнить два варианта рекламы и подсказать, какой из этих вариантов будет лучше работать. Настроить это проще простого, главное понять, что ты хочешь протестировать. И вот тут мы переходим к самому интересному, что именно мы будем тестировать. На ФБ есть три ключевых элемента, с которыми можно экспериментировать. Первое это, конечно же, заголовки. Например, вариант с прямым посылом, скидка 50% против второго варианта эмоционального. Это поторопись, предложение ограничено. Можно экспериментировать с картинками. Один вариант крупным планом фото продукта или второй вариант человек, который им пользуется. Можно тестировать аудитории, например, мужчина или женщина, разные возрасты, разные группы, интересы, таргет и так далее. И тут самое важное не хвататься за все сразу. Берешь одну гипотезу, например, какой заголовок будет лучше работать, и тестируешь именно его. Теперь нам надо перейти к креативам, потому что это в целом незаменимая вещь для теста. Давайте разберем, как их сделать без фотошопа. Окей, мы определились, что мы будем тестировать, теперь нам нужен визуал. Тут начинается самый кайф, потому что все можно сделать буквально за 10 минут без каких-либо сложных программ. Я сейчас расскажу, какими пользуюсь я. Первое, конечно же, Canva. Если ты еще не пользовался, то это лучший инструмент для создания баннеров. Здесь все очень просто. Выбираешь шаблон, добавляешь картинку, текст и все готово. Никаких дизайнов, никаких навыков вообще не нужно. RemoveBG тоже пользуюсь. Загружаешь фотографию, удаляешь фон. Это подойдет, если ты хочешь сделать что-нибудь минималистичное, но достаточно стильное. Ну и, конечно же, стоковые фотки. Unsplash — это бесплатные стоковые фотографии. Просто находишь подходящую картинку и используешь для своих креативов. Качество фоток просто разъеб. Теперь у тебя есть готовые креативы, а значит пора загружать их в ADS Manager и настраивать тесты. Самое главное, когда креатив готов, все становится еще проще. Давай разберем пошагово, как настроить тест, чтобы он дал понятные, стабильные результаты. Загружаешь свой вариант, каждый креатив идет отдельной рекламой. Например, первый вариант у нас это заголовок скидка 50%, второй с текстом лучшее предложение. Ставим бюджет, для теста достаточно 10-15 долларов на каждый вариант. Почему так мало? Ну, потому что нам нужно просто понять, что работает, а не тратить весь бюджет сразу. Настраиваем срок рекламы. Оптимальный срок для теста это 2-3 дня. Это время хватает для того, чтобы собрать первые результаты, но не сливать все бабки сразу. И вот тут самое главное, анализ результатов. Как понять, что на самом деле у нас выигрывает, что побеждает, какой вариант мы выбираем. Итак, как же проанализировать наши результаты? Когда тест завершился, мы просто заходим в ADS Manager и смотрим ключевые метрики. CTR это, то есть кликабельность. Чем выше этот показатель, тем лучше работает твой креатив. CPC это стоимость клика. Здесь все наоборот. Чем ниже этот показатель, тем выгоднее для нас. И конверсия. Это уже зависит от твоей цели, которую ты выбрал. Заполнил ли человек форму, купил ли товар и так далее. После анализа выбираем вариант, который показал лучшие результаты, и оставляем его. Остальные варианты просто выкидываем. Ну и теперь, когда ты знаешь основы, поделюсь еще парой бесплатных фишек, которые могут упростить твою работу. Первое это ColorZilla, расширение для браузера. Если ты хочешь подобрать подходящий цвет для своего креатива, это в принципе идеальный инструмент. Facebook Create Hub это место, где можно посмотреть, как твой креатив будет выглядеть в ленте. Я постоянно им пользуюсь, постоянно смотрю, то есть ты должен понимать, как твой пользователь видит твой креатив. Итак, давай подытожим. Все, что нужно для успешного теста, это первое, четкая гипотеза. Ты должен понимать, что ты хочешь именно протестировать, уже об этом рассказал.
Простой креатив, сделанный в Canva или любом другом бесплатном сервисе, какой по кайфу вообще. Настройка АБ-теста в ADS Manager показал, рассказал, объяснил, если что, пиши, если вопросы какие-то есть. И четвертое, это анализ результатов и масштабирование варианта, который победил. Все максимально просто. Теперь у тебя есть пошаговый план, так что бери и пробуй. И помни, тестирование это не про трата времени, а про способ найти связки, которые реально приносят результат. Жирных профитов, обнял, приподнял, с тобой был Джонни, до новых встреч, переходи в описание, там много полезных ссылок и сервисов. Все, блять. Вроде все рассказал, показал, объяснил, и больше в целом добавить нечего. Поэтому, ребятки, ждите новых видосов, они скоро будут выходить и будут выходить в огромном объеме. Я, кстати, уже, у меня рот просто пиздец, блядь. Че, будет жестко, но будет полезно, поэтому обязательно оставайтесь, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, блядь, подпишись, поставь лайк, обязательно. Либо написать, о чем мне еще снять видео, что ты хочешь видеть. Я тебе показал, рассказал, объяснил, нашел. Мне важно знать, что вам важно. То есть вы сами должны сказать, что мне записать. Протестирую, найду, расскажу. Короче, давайте не будем затягивать видос, все.